Привет, друзья! Компания Huawei сегодня порадовала. Она представила новейшие смартфоны серии Nova 11. Компания показала три модели: Nova 11, Nova 11 Pro и Nova 11 Ultra. А также помимо серии Nova 11, компания представила смартфон Enjoy 60X. Это более доступное по цене устройство, нежели аппараты линейки Nova 11, но не лишенное своих фишек, которые мне нравятся особенно. Но давайте рассмотрим все новинки подробнее. Подписывайтесь на канал. Поехали. Начнем с Nova 11. Все технические характеристики трех моделей вы видите на своем экране. Базовый Nova 11 получил плоский экран и задник, грани у него тоже плоские. На задней части расположен блок камер в фирменном дизайне, рамки передней панели практически симметричные. Производитель позиционирует Nova 11 как тонкий и легкий смартфон с приличным запасом по производительности. Для создания качественных фото и видео девайс тоже годится. Он использует лазерный автофокус, а фронталка на 60 мегапикселей может писать видео в 4К. Звук, к сожалению, моно во всех трех моделях. Следующие на очереди 11 Pro и Ultra. Они получили экраны водопады со сдвоенной фронталкой. К сенсору на 60 мегапикселей добавили 8-мегапиксельный телевик. Он поддерживает двухкратный оптический зум и пятикратный цифровой. Кроме того, в Ультре основная камера получила переменную диафрагму. Еще одна фишка самой топовой версии — поддержка двухсторонней спутниковой связи. Такая функция обычно встречается в более дорогих устройствах. Теперь про цены. Все цены вы видите на своем экране. Начинаются от 2500 юаней, это 29 500 рублей на сегодняшний день, и заканчиваются максимальной версией в 4500 юаней, это 53 000 рублей. А теперь к самой интересной версии, про Enjoy 60X. Одним из главных преимуществ новинки является батарея аж на 7000 мАч. Мощность зарядки 22,5 Вт. Телефон можно использовать в качестве пауэрбанка для других гаджетов. Еще одно преимущество новинки перед конкурентами — большой экран на 6,95 дюйма, почти 7 дюймов, почти планшет. Матрица IPS с разрешением 2376 на 1080 пикселей, частота обновления 90 Гц. Основная камера получила сенсор на 50 мегапикселей, также есть затычки на 2 мегапикселя. Внутри аппарата стоит процессор Qualcomm Snapdragon 684G, оперативной памяти завезли 8 ГБ. Накопителя 3 версии на 128, 256 и 512 ГБ. Смартфон поддерживает NFC, операционка фирменная HarmonyOS 3. Цены радуют, вы видите их на своем экране. От 1800 юаней, это 21 300 рублей на сегодняшний день за версию 8128, и максимальная за 8512 гигабайт 2300 юаней или 27 300 рублей. Продажи в Китае стартуют 17 апреля. Напишите в комментариях, как вам новинки, какой смартфон вам нравится больше. Спасибо за лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мою группу в Telegram, где я публикую самые выгодные цены с Алиэкспресс и Яндекс.Маркета. Впереди много интересных новостей и обзоров. До завтра.